Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш YouTube-канал Алга Казахстан. Меня зовут Иван Червинский, и сегодня я хочу представить вам очень интересного гостя. Иногда я думаю, а как можно рассказать тем, кто не живет в Казахстане, о том, что же такое душа казаха. И недавно я понял, что, наверное, самый лучший вариант это рассказать на примере. У меня есть друг, которого зовут Денис, и его семья уже в 5-м поколении живет в Казахстане. По национальности он русский, но в душе настоящий казах. И даже у себя в Инстаграме он так и пишет: ментально казах. Очень интересный у нас получился выпуск. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, располагайтесь поудобнее и желаю вам приятного просмотра. Даке, қалайсыз? Жақсы, ақырындап, өзің. Мен де ақырындап, жай, ептеп. Потихонечку. Молодец, жарайсың. Ой, рахмет. Даке, расскажи о себе. Ну, вот ты первое, что спросил, ты меня называешь всегда Даке. Даке, қалайсың, Даке, да. И многие меня знают как раз-таки как Даке. Не как Денис, а как Даке. Ну, Вань, я с небольшого городка, город Каратау, это Джамбульская область. Черная гора. Да, Черная гора, Черногория. Мы черногорцы, да, можно так сказать. Я родом с этого небольшого городка. Там учился, занимался спортом, футболом, играл в футбол. В 2004 году поступил сюда, в нархоз. Факультет был финансы, кредит. Так здесь я остался с очень простой семьи, семьи, где царила любовь, понимание, то есть с нашей стандартной абсолютно семьи, обычной стандартной семьи. Таки вот я часто рассказываю вот о том, такая вот душа казаха, вот исследую феномен души казаха. И вот когда мы познакомились, да. Вот, я подумал, человека же сначала встречаешь по внешнему виду, я подумал, это русский. Да, вот и так немного настороженно был, а потом, когда мы уже разговорились и когда начали общаться, начали дружить, вот уже больше года, да. И я понял, что на самом деле в тебе живет душа настоящего казаха. И даже в Инстаграме, как написано, ментальный казах. Да, ментальный казах. Как ты это понимаешь? Объясни. Вань, как можно объяснить, то есть, смотри, мы живем в 5-м поколении здесь. Вот, ты человек, который приехал с России, и здесь уже год, чуть больше года ты живешь. Хотя я всегда говорил о том, что тебя очень хорошо вообще Казахстан, казахский народ принял, тебя любят везде, это видно. Это не то, что даже ты снимаешь, а видно, как к тебе относятся люди. Я просто даже и не знаю, как по-другому. Я себя считаю казахом, ментально казахом, потому что мы выросли среди казахов, среди культуры казахской, понимаешь, традиции. У меня друзья, очень много друзей у меня казахи. Вот. У меня в совершенстве папа говорит на казахском языке. Ты, наверное, обратил внимание, может, ролики видел. Да, я видел видео, да. Да, он в совершенстве. У нас бабушка говорила хорошо, дедушка говорил хорошо на казахском языке. Вот. Казахская душа, это прежде всего, это быть очень открытым человеком. Очень открытым. Любить своего собеседника, гостя, понимаешь? От этого же все и пошло, когда очень много народностей были в Казахстане. Кто-то был репрессирован, кого-то отправили, кто-то сами приехали. И это действительно правда, и об этом мне говорил и дедушка, и бабушка, что казахи делились абсолютно вот все, что у них есть, они отдавали свое последнее. Я такое с детства помню, что это же были 90-е годы после распада Советского Союза, и, соответственно, все были одинаковые. И я ходил с родителями в гости, я тогда этого не понимал. Мы приходили в гости, а дастархан, очень все скромно, а стол, дастархан всегда был накрыт. И папа тогда говорил, вот казахи чем молодцы, говорит, они, говорит, пойдут в долг, пойдут у соседей возьмут, но стол накроют. При этом ребенок никогда не подойдет и эту конфету не схватит вот так вот со стола, потому что он знает, что это для гостя. Вот что такое, понимаешь, казахская душа, это отношение.
почему проводятся вот эти тои? Вот многие не понимают эти тои, говорят, зачем проводить такие громадные тои большие? Но это сложно остановить в этом, потому что, ну, Это от души идет. это от души идет, да, как он не пригласит своих друзей, соседей, там, знакомых на этот той, он делится этим праздником. Поэтому, ну, я, например, конечно, не могу вообще без Казахстана и казахской культуры, общения. Я кайфую пойти на базаре, пообщаться, поторговать, на рынке. Вот это же кайф же, Да. это же ты что? Ну, ко мне в магазин приходят, мы торгуемся. Ну, это же классно. Одним словом, только уважение и, конечно, любовь. Да я вижу, как ты любишь Казахстан, казахский народ. Ты уже тоже казахом стал? Абсолютно. Ну, я, да, чувствую, что в меня тоже проникает. Я уже той вообще, ну, люблю. Мы с тобой же были неоднократно на общих каких-то мероприятиях. Да. Я вижу, как у тебя глаза горят, как у тебя вот, ну, твоя улыбка. Ты впитываешь все это, тебе это нравится. Да. Конечно, как может не нравится такой бай дастархан, когда мясо вот такое. Да. Здорово. Ты же сам Сначала- еще готовишь же бешпармак. Да, сначала Сам. первое горячее, потом второе горячее, потом чай и это, потом Да. саркет. Да, обязательно. Да. Обязательно надо с собой взять. Да. Это прелесть. А это получается, как оно приходит? Это от круга общения, от воспитания, от родителей? Откуда оно вот появляется у людей? Вань, я, знаешь, я всегда верю и говорю о том, что все идет с семьи. Вот с самого начала все идет с семьи. У нас в семье отношение к казахскому народу всегда было на самом высоком уровне. Уважение. Я же говорю, папа говорил на казахском языке, то есть гости. Как бы, но это вот все идет с детства. Понимаешь? И да, конечно, у меня окружение. Я был в команде, когда футболом занимался. У меня, конечно, друг еще был, Коля, сосед, но он почему-то не так часто ездил на соревнования. Он там с отцом уезжал в рейсы, как бы. А мы куда-то выезжали на соревнованиях, и ты хочешь, не хочешь, ты там выучишь уже казахский язык, Да. там в команде один акулак, как говорит, ты там по-любому выучить. Ну и никогда мне никто не обижал, Вань, понимаешь? Вот всегда со мной ребята с уважением говорили также на русском. Понимаешь, вот в чем заключается, например, прелесть и почему очень многие любят Казахстан. Даже, например, далеко, если не ходить, помнишь момент, как очень много людей приехало с России, ребят, Да. и почему-то именно в Казахстан. Потому что ты будешь один, например, другой национальности, но ты зайдешь в круг, где вот в основном сидят казахи, они говорят на казахском, они всегда будут говорить на твоем языке. Ну, например, на русском языке будут. Но это уважение, понимаешь? Это вообще, вот казахи, они сами по себе, они очень уважают всегда. Заметь, обрати на это внимание. Всегда говорят. А что такое родина? Как понимаешь вот именно слово родина? Ты знаешь, Вань, родина это как мама. Здесь как можно понимать? Здесь только надо любить. И все. И надо принимать все абсолютно. И плохое, и хорошее. И точно никогда не говорить плохое о родине. Никогда. Вот это я не воспринимаю. Разные бывают, но всегда нужно... Вот по мне родина это... У нас был учитель казахского языка, и она в классе такую хорошую вещь говорила. Я потом со временем начал понимать, что она вот нас как бы очень правильно, как учитель, воспитывала. Показывала, что не просто, что такое казахский язык, а культура. И вот я почему-то тогда очень сильно это запомнил. Надо помнить то, где вы начали есть хлеб. Вот понимаешь, вот что хлеб мы с чем ассоциируем всегда? Это же что-то тогда, когда ты увидишь на полу, ты его подымешь. Никогда не наступишь. Согласись? Да. Крошки мы вот так в мусор мы никогда не выкидываем. Мы его раз где-то собачкам отнесем хлеб. И вот это вот понимание родина, родная земля,
хлеб, это вот мне лично вот так тогда сильно врезалось, и родина это, я же говорю, это семья, это мама. А почему спрашиваю? Потому что меня тоже это интересует. У меня же есть историческая родина. Да. Я родился в Петербурге, Да. вот, вырос в Ленинграде, ну, жил и учился в Финляндии, учился в Южной Корее, в Турция Сеуле, ты там, да. в Турции, да. Но, ты знаешь, только когда приехал в Казахстан, вот я как раз начал чувствовать, что я приехал туда, вот где мой дом. То есть я с 18 года освещаю то, что происходит там в Казахстане. Димаш, Да. культура, музыка, спорт. И вот когда приехал в 23-м году, у меня как будто это понимание пришло. И поэтому вот такое понятие родина для меня, ну, я как бы не могу подобрать словами определения. Потому что именно вот в Казахстане, и мне кажется, что это так не только у меня, а у очень многих людей. Нет, очень много людей. У нас вот сейчас, например, дома соседи, они тоже с Дальнего Востока приехали. С Дальнего Востока, прикиньте, с России. С Дальнего Востока они приехали, живут. Мгм. Я говорю, вас что побудило приехать сюда? Вот Да. это. Некий Казахстан, да? Да, это Дальний Восток, представляешь? И Да. вот Казахстан, юг, Алматы. Да. Он говорит, ну, так вот у нас получилось. Я говорю, как вам? Он говорит, как будто всю жизнь здесь жили, говорит. Мы, говорит, Точно, кайфуем, говорит, нам нравится все абсолютно. Климат, люди. Да. Ну вот, пожалуйста, никто же никого Точно. не говорит, уезжайте отсюда. Да не... Слушай, если ты себя ведешь правильно, уважаешь традиции, уважаешь народ, да кто тебе скажет, что плохого? Ну это в любой нормальной стране так отношения. Если ты, конечно, ходишь там, как говорится, пальцы гнешь, ну и Да, да. такое же и тебе будет отношение, это нормально. Но ты ведь родину, например, да, твоя историческая родина Россия, да? Да, я Но родился. ты все равно же ни раз ничего плохого не сказал. И не думаешь так. Почему? Потому что, ну, тебя так воспитали. Мгм. А сюда ты вернулся, потому что ты казах. Да. Да, наверное, очень много общался с казахами, очень много слушал музыку казахскую. Очень Ну, ты много. играешь на домбре, учишься. да. Это Домбра, кстати, тоже сказывается. Мне кажется еще, что, знаешь, что еще Кюй Адай повлиял. да, да. Он же у нас в каждом выпуске. Да. Мне кажется, что я его переслушал. Потому что у меня бывает такое, что ну, есть же казахский дух, когда тормоза забываешь где, и вперед. И вот такое у меня тоже появляется. Мне кажется, музыка. Есть в музыке тоже, в культуре такое. Однозначно. Музыка это же своего рода магия. С помощью музыки люди шли воевать, понимаешь? Ну, это очень сильно. А если говорить о дамбре, то, ну, инструмент, да, казалось бы, достаточно простой, 2 струны. А как он звучит, понимаешь? Какой звук? Да. Это же, ну, на самом деле... Я ходил как-то на курсы, вот, ну, и я не доучился. Терпение нужно. Да, вот, терпение, усидчивость, в общем, я ходил, у меня, да, дома тоже есть домбра. Ну, у тебя прям здорово получается. Не, я учусь. Это сложно. Ты правильно говоришь, 2 струны вроде, да? И мы недавно ехали с казахами небольшую экспедицию на Кульсай. Да. И в дороге общались там, и как раз затронули тему домбры и гитары. И речь зашла о том, что ну вот гитара же тоже там 6 струн. Вроде сложнее должно быть играть. А нет, гитара там 3 аккорда, и ты можешь половину песен уже играть. Да. А Да, домбра, но домбры каждый уникальный. Да. И потом у домбры есть бескрайнее поле для импровизации. Чего вот, не знаю, в гитаре есть, нету, но... Ну, вот, пожалуйста. Как вот ты сейчас говоришь, тебе глаза горят о домбре. Это свет этот отражается. Нет, это твое отношение, и поэтому тебе, конечно, за это большое спасибо. То, как ты вообще, в принципе, говоришь о Казахстане, и ты же сейчас задавал вопрос, что да, я тебя, помнишь, повстречались, когда Да. мы пришли, наш общий друг, я Саята попросил, чтобы он пригласил тебя, мы пришли, и я тебе тогда сказал, и сейчас я тебе эти слова повторяю, я хотел выразить благодарность за то, у тебя всегда новости только позитивные. Потому что, ну, действительно есть что рассказать, есть достижения. Никто так не освещает вот там юных шахматистов Мгм. или юных
каких-нибудь спортсменов. Да никто, ни один новостной паблик толком этого не освещает. А у тебя каждый день хороший позитив. Это как доброе утро, знаешь, открываешь Ванина улыбка, и там Джиктер, у нас победа, очередная победа, Да. и да, Киви пошел. И Алга Казахстан. Алга Казахстан, да, и всегда хорошие только новости. Это важно, Вань, это важно. Это на самом деле даже не многие делали, а ты это делаешь, и Саган Рахмет за это, потому что молодец, спасибо. Но это, честно говоря, не я же делаю. Казахи выигрывают. Я только Освещает. как их невозможно же остановить уже. Раньше приходилось искать новости, сейчас уже победа за победой. Победа Да. за победой, да. Ну у тебя и такой уже подход наш национальный. Ты не отказываешь, ты всегда молодец. Всегда по возможности поддержишь. Да, да. Это здорово. Еще вот хотел вернуться к теме вот казахского языка, патриотизма, потому что вот, ну, мы общаемся, и я знаю, что ты настоящий патриот Казахстана, Да. там ярый болельщик и футбола, и не только. Кстати, с Федерацией футбола Да. твоего бизнеса плотные взаимоотношения, об этом тоже сегодня чуть-чуть поговорим. Вот у меня такой вопрос. Можно 50 лет жить в Казахстане, но не быть душой казахом? А можно там буквально там за год, за два, за три проникнуться казахским духом? Что это за такой феномен? Получается, что как бы, ну, казахская душа, она же может к тебе прийти, но если ты как бы, ну, она уже из тебя никуда не может деться. А как бывает такое, что люди вот 50 лет живут и при этом Не проникнись. Да? не прониклись, да? Вопрос как? Почему? Или почему? Да. Вань, на самом деле у меня на это будет очень простой ответ. Я знаю таких людей, которые долгое время живут и которые надо просто больше как раз таки дружить с казахами. У казахов все происходит через Дастархан. Я уже об этом как-то говорил. Все происходит через Дастархан. И есть такое выражение, что ты если за столом хлеб вместе вы поели, все, нельзя уже ругаться, уже нужно максимально. Почему вот у казахов есть такая вещь, они друг друга поднимают, Да, да. понимаешь? Да, да. Друг друга тянут. Разве это плохо? Нет, это очень хорошо. Это шикарно, понимаешь? Это шикарно. Вопрос в том, что да, где-то какого-то могут быть идиоты тянут, но бывает такое. Это как бы всякое может происходить, да? Но тем не менее друг другу помогают. Как 50 лет понимать это или не понимать? Надо просто общаться. Вот понимаешь, ты знаешь о Казахстане, ты бы вот видел, ездил, да, посмотрел. Но если бы ты не ездил, вот как ты ездил в аулы, не садился, вот ты тогда впитываешь. Есть такие различные тонкости, потому что в ауле, например, это одна жизнь, в городе другая жизнь. В городе, вот знаешь, все равно все как-то вот смешаны, у всех какое-то движение. А вот в аул, когда ты едешь, там действительно обычная, может быть, дом, обычная семья, да. Но если ты здравомыслящий, ты элементарные вещи же должен понимать и как минимум уже начать учить язык. В простых вещах. Что мы можем сделать? Своим примером, может, показать, мотивировать? Ваня, то, что даже ты делаешь, это пример, да? Потому что мы с тобой к одному преподавателю ходили казахского языка. Вот. Тебе это было вообще намного сложнее, потому что ты никогда не говорил, да? А я, естественно, там говорил в детстве, слышал, понимаю. Вот ты же послужил примером для меня, когда, то есть я посмотрел, думаю, человек приехал с другой страны, он стремится выучить, а почему я не должен пойти? Все, с сегодняшнего дня только казахша, да? Теккана. Теккана казахша, так не поможет. Я знаю, что казахи крутые бизнесмены, вот, круто бизнес умеют делать, но хочется вот немного подробнее, с чего все начиналось и как так получилось, что сейчас сборная Казахстана одевается в Кетрой? Тут захотелось быть причастным к национальной сборной.
Вот, у нас это получилось, потому что, ну, ребята никогда вот так официально не выходили в костюмах, Мгм. у них кеды. По-моему, ты даже сегодня в таких же кедах был. Похоже, да. Или похожих, да, я так немножко обратил внимание. А, И у меня была сумасшедшая эйфория, когда мы договорились. Я прям думаю, да ладно, я теперь тоже в составе вот Сборная этой Казахстана сборной, по да, футболу, потому да? что я же в детстве там мечтал. Кто не мечтал? Ты же тоже играл в футбол? Конечно, да. Вот ты же тоже мечтал? Конечно, да. Скорее всего, в «Зенит» попасть. С настоящим футболистом. Ну, не совсем, в «Динамо». А, ты в «Динамо» хотел, Да. хотя в Петербурге. Ну, там «Зенит», да, ленинградский «Зенит», он знаменитый, но есть еще ленинградская «Динамо» тоже. Да, Да, тоже я об известно. этом не знал. И вот это была большая такая эйфория, что Китрой, понимаешь, и впервые они выходят в официальных костюмах. То есть это не просто в спортивном костюме вышли, они вышли, Да, да. и как это было красиво. Да, к Стильно. сожалению. Ну и, кстати, сейчас я же делаю новости каждый день, Да. не только единоборство. Даже шахматы там. Ну, шахматы вообще Казахстан сейчас далеко ушел. Один, наверное, из мировых лидеров. И таких спортов много удивительных. Там и каратисты, японские каратисты тоже боятся уже казахских каратистов, потому что они до конца идут всегда. Там в карате это же важно. Это хорошо ты сейчас сказал, до конца идут. А как у казахов? Те каналга, назад Да. нету. Да. Задней нету, только вперед, понимаешь? Да, да. А знаешь, что характер. самое интересное, Вань? Вот это отношение, оно, вот это говорится не просто для галочки, это вообще образ жизни как раз-таки. Только вперед. Бәр жақсы болады ғой. Алға, Всё. кеттік болады. Бәр жақсы. Таке, в завершение нашей сегодняшней передачи какое-нибудь доброе пожелание, доброе слово нашим зрителям, какое-то, может быть, напутствие, может быть, какое-то для Казахстана, что в будущем нас всех ждет. Вот такое, как в нашем стиле Алга Казахстан. Ну, я очень часто сейчас говорю такую фразу «Өмірді жақсы көріңдер». Любите жизнь. Вот, Мгм. это основа из основ. Нужно любить жизнь, нужно любить все, что связано рядом. Нужно любить и уважать, почитать родителей. Это очень важно. Нужно любить то место, где ты живешь. Нужно только в позитивном ключе говорить о месте, где ты живешь. И здесь даже нету сомнений. Я знаю, что у нас в Казахстане все будет хорошо. Я прям в этом уверен. Потому что мы растем, мы развиваемся. Потому что такие люди, как ты, делают тоже очень многое для Казахстана. Поэтому тек каналга, Ваня, тебе рахмет за то, что ты делаешь. Искренне тебе хочу сказать спасибо. Рахмет. Алга, Алга, Казахстан. Казахстан.